ж такое? Один мурчит, другой жует, грызет. Тебя только не хватает. Опоздавшие после третьего звонка в зрительный зал не допускаются. Речка. А самое главное, все опоздавшие выключают мобильные телефоны и Ложатся вот здесь. лежат вот здесь. Лежать. Лежать. И ни один из них не мешает. Добрый день, друзья. У меня появилась вторая орхидея Arxray. Но так как на канале очень много новичков, которые не знают историю о первой орхидее Arxray, я оставлю ссылку на плейлист. Все видео об этой орхидее Arxray собраны именно в этом плейлисте. И плейлист создан более 2,5 лет назад. И еще информация для новичков. На канале есть плейлист, в котором собраны все ваши вопросы, а мои ответы. Называется этот плейлист «Ответы на вопросы из жизни орхидей». У новичков всегда возникают одни и те же вопросы. Поэтому целый год отвечала на все вопросы, а сейчас они просто повторяются и еще раз повторяются. Если возникают вопросы, зайдите, поищите ответ именно в этом плейлисте, потому что вас становится все больше и больше, что мне невероятно приятно, а времени у меня остается на ответы на ваши вопросы все меньше и меньше. К сожалению, 24 часа в сутках и больше они не растягиваются. Мне когда-то и отдыхать надо. Поэтому есть плейлист такой, есть плейлист об этой орхидее, и еще есть плейлист о 5 орхидеях. В прошлом году я покупала 5 реанимационных орхидей и очень подробно рассказывала об их реанимации. 4 из них зацвели и подарены моим подписчикам, а 5-я продолжает расти. Ждем ее цветения. Для чего я это все вам рассказываю? Вот эта орхидея, первая, 2,5 года назад, после ее покупки, была разобрана из своего покупного горшка, корни обработаны Максимом, поставлена на доращивание корней. Она очень активно начала растить корни в воде, была посажена, а потом начались разнообразные проблемы. Какого характера были эти проблемы? Да они, в принципе, еще и продолжаются. Вырастет один листик, вырастет один корешок, очень надолго замолкает. Кстати, я все эти проблемы показывала и рассказывала. Вот все это собрано именно в плейлист об Arxray. То на листиках появляются какие-то пятна, то листья краснеют, то листья лопаются, то в середине орхидеи, вот видно, начал пропадать лист, покрываться вот такими пятнами, а этот лист был из точки роста. Ну, каким-то образом пятна появились только на верхней части листа, а точка роста не была задета, выросло еще 2 листа. В общем, все, что происходит с этой орхидеей, происходит так постоянно. Многие мои подписчики знают, что я не применяю стимулятор. Сказать, что эти пятна от недостатка каких-то микроэлементов, нет. Орхидея все время получает удобрение, в котором есть все микроэлементы, нужные ей для жизни. Она растит корни и растит неплохо. Ну, за 2,5 года есть в горшке и гнилые корни.
Могу, конечно, показать горшок, но так как он весь в водорослях, все равно ничего не увидите. Просто приподниму, покажу. И водоросли есть. Стоит на свету, на ярком достаточно. Поэтому водоросли в горшке растут. Пересаживать мне лишний раз его совершенно не хочется. В общем-то, все неплохо. Но 2,5 года растить орхидею и все время с какими-то проблемами, ну так получается. Не надо мне рассказывать о том, что можно орхидею стимулировать. Чем больше мы ее будем стимулировать, тем у нее может возникнуть большие проблемы. И я не использую стимуляторы, какие бы они ни были. Пусть это будут синтезированные стимуляторы, пусть это будут фитостимуляторы, но не пользуюсь я стимуляторами, потому что стимулятор – это стимулятор. Он только может что-то простимулировать. Если орхидея останется голодной, она все равно расти не будет. Эта орхидея накормлена. Про биостимулятор я обязательно сниму видео, обязательно вам расскажу. Я не против этого. Кому это нравится, пожалуйста, используйте. Но я не использую. Так для чего же куплена вот эта вторая орхидея? К чему этот весь рассказ? Я купила вторую орхидею только лишь для того, чтобы посмотреть разницу. Когда мы разбираем орхидею полностью, мне не нравится сейчас этот метод. Мне больше нравится метод оставить орхидею в покупном грунте. Что будет происходить дальше здесь и что будет происходить с этой орхидеей. Потому что здесь все понятно. А вот с этой орхидеей будет пока непонятно. Но за эти 2,5 года хочу вам сказать, что, наверное, в производстве Арксрея ничего не поменялось. А может быть, это сорт настолько нестабильный. Когда я разбирала прошлые орхидеи, там корни были пустые. Вот они кажутся зелеными. Это растут водоросли. Кстати, обратите внимание, что в этом горшке тоже полно водорослей. Поэтому и корни такие зеленые. Вернее, это не корни, это виламин зеленый. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Да, я постаралась его просушить. Вот проглядывают зеленые корни, но опять же, они в водорослях. Гнилые корни, сухие корни. Вот это сейчас посмотрим, что это за корень. В общем-то, как не было в горшке корней, так и нет. Есть 2 воздушных полуживых корня. А теперь давайте возьмем пинцет и посмотрим, какие же корни из этого живые, какие нет. Плотный живой корень. Ну, по аналогии с этим. Эти очень сухие корни, а единственный, который вот здесь я вижу, это плотный живой корень. Смотрите, что с этими корнями. Вот видите, виламен пустой. То есть паренхима под виламеном. Вот эта губчатая структура, которая должна в себя вбирать воду и поить корень, и удерживать воду для того, чтобы вот этот тяж, вот он тяж, вот здесь он тоже зеленый, страшный, вот он тяж. Это основной корень орхидеи. Вот эта паренхима, она вся высохла и превратилась в труху. А виламен, да, он держится, но он совершенно не нужен. Это такой тонкий барьер, который пропускает воду в вот эту губчатую структуру. Снимать его нет никакого смысла. Следующий корень такой же пустой, абсолютно пустой. Вот этот кажется таким хорошим плотным корнем, он тоже пустой. Дальше буду в горшок вот так проникать пинцетом, абсолютно пустой. Но корень внутри есть. Теперь давайте посмотрим с этой стороны. Вот здесь проглядывает светлый корень. Может быть, он плотный. Да, он плотный. Куда он уходит, не видно. Еще посмотрим корень. Вот этот. Потому что иногда бывает здесь. Давайте покажу вот так. Здесь пусто, а там бывает плотный корешок. Давайте отодвину и посмотрим. Пустой.
Ну, в общем-то, корней, еще раз говорю, как не было, так и нет. Но в этой ситуации я сейчас не буду все вот эти корни, наверное, только кроме этого он совсем сухой, от этого маленького кусочка. Не буду все эти корни отрезать. Я оставлю вот эти сухие корешки. Может быть, они помогут орхидее, даже при том, что я буду поливать по краю горшка, все-таки этот корень, который остался внутри, он будет питать и снабжать орхидею влагой. Вот эти два единственных воздушных корня положу в горшок. А вдруг они начнут прорастать новыми корешками? Листья плотные, но цветочки, даже вот за эти 4 дня, в которые орхидея находится у меня, они вянут. Я уже не говорю о том, что бутоны не откроются. Вот этот точно засыхает, но вот этот, может быть, откроется, а может быть и нет. Но все равно я хочу попробовать не разбирать, не удаляя корни. Для этого я вам рассказывала, что в прошлом году, примерно даже в это же время, в конце ноября, я купила 5 орхидей, и одна из них была абсолютно с гнилыми корнями. Там был единственный корень, который питал орхидею. Вот так же с арксреем. Посмотрим, будут ли расти новые корни. Будет ли орхидея растить листья? Как она будет это делать? Ведь только по прошествии какого-то времени мы с вами можем разобраться. Одинаково ведет себя этот сорт орхидеи. По-разному будут вести себя эти 2 орхидеи. Но стимуляторов применять не буду. Единственное, что если из горшка есть запах, но здесь его нет. Вот, например, вы купили орхидеи, и из горшка есть сильный такой гнилостный запах. Тогда можно развести препарат Максим, если он у вас есть, и обработать орхидею, не доставая из горшка, не вынимая корни. Примерно вот так налить в горшок. Или поставить горшок в раствор Максима и дать постоять ему минимум 20 минут. Потом слить весь Максим, больше не промывать, оставить просыхать весь грунт. Это можно сделать. И даже нужно, если действительно есть неприятный запах из горшка. Ну вот в общем и целом у нас есть с вами опять возможность понаблюдать и сравнить, как будут себя вести эти 2 красивые, великолепные, но такие капризные орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Тихонечко пришел Юля. Тихонько слушает. Сёма, Сём, ну спасибо тебе сегодня, да. Ты совсем не мешал. Ты сегодня умница. Да, ты сегодня очень хороший кот. Вот так веди себя всегда. Запомнил?